Здравствуйте! В этом видео хочу показать, как связать вот такое кружево крючком. Для работы я использую нитки Макси и Виолет, крючок номер 1. Вяжем цепочку из воздушных петель. Количество воздушных петель должно быть кратно 16. Для образца я провязываю 48 воздушных петель. Провязали цепочку из воздушных петель. Теперь от крючка отсчитываем 8 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И в 9 воздушную петлю мы провязываем столбик с одним накидом. Далее вяжем 3 воздушные петли, делаем накид на крючок, пропускаем 3 воздушные петли и в 4 петельку вяжем столбик с одним накидом. Снова 3 воздушные петли, накид на крючок, пропускаем 3 петельки и в 4 вяжем столбик с одним накидом. Вот что получается. Таким образом продолжаем вязать до конца ряда. Провязали ряд до конца. На этом этапе проверьте себя. Количество вот этих окошек у вас должно делиться на 4 плюс 3. У меня в данном случае получилось 11. Теперь работу поворачиваем. Вяжем 3 воздушные петли. И под арочку из 3 воздушных петель вяжем 3 столбика с одним накидом. Первый, второй, третий. Далее в вершину столбика предыдущего ряда провязываем тоже столбик с одним накидом. Под следующую арочку из 3 воздушных петель вяжем 3 столбика с одним накидом. Второй, третий. В вершину столбика предыдущего ряда провязываем столбик с одним накидом. Под арочку снова вяжем 3 столбика с одним накидом. И столбик с одним накидом в вершину столбика предыдущего ряда. Таким образом продолжаем вязать до конца ряда. Заканчиваем ряд и в последнюю ячейку провяжем 4 столбика с одним накидом. Первый, второй, третий и четвертый. Вот что получилось у нас. Теперь работу поворачиваем. Вяжем 3 воздушные петли подъема. Далее провязываем еще 3 воздушные петли на арочку. Пропускаем, вот у нас первый столбик, вершину пропустили, второй, третий, четвертый и в вершину 5 столбика провяжем столбик с одним накидом. Он у нас получается прямо вот на столбик первого ряда, вот второй ряд и вот третий. Они должны идти друг над другом. 3 воздушные петли, накид, пропускаем 3 вершины, в 4 вершину столбика вяжем столбик с одним накидом. Снова 3 воздушные петли, накид на крючок, 3 вершины пропускаем, в 4 вяжем столбик с одним накидом. Таким образом продолжаем вязать до конца ряда. Заканчиваем ряд, вяжем столбик с одним накидом в 3 петлю подъема. Теперь работу поворачиваем, вяжем 3 воздушные петли подъема и под арочку провяжем 4 столбика с одним накидом. Первый, второй, третий,
4. Далее вяжем 3 воздушные петли, делаем накид на крючок, пропускаем следующую арочку и под следующую арку вяжем 4 столбика с одним накидом. 2, 3, 4. 3 воздушные петли, накид на крючок, следующую арку пропускаем и под следующую вяжем 4 столбика с одним накидом. 1, 2, 3, 4. Таким образом продолжаем вязать до конца ряда. Заканчиваем ряд. Под последнюю арочку провязываем 4 столбика с одним накидом и столбик с одним накидом в третью петлю подъема. Вот что получилось. Работу поворачиваем, делаем накид на крючок и под арочку, следующую арочку, вот она у нас, провязываем 4 столбика с одним накидом. 1, 2, 3, 4. Далее вяжем 3 воздушные петли и под эту же арочку провяжем еще 4 столбика с одним накидом. 2, 3, 4. Под следующую арочку вяжем 4 столбика с одним накидом. 1, 2, 3, 4. 3 воздушные петли и под эту же арочку 4 столбика с одним накидом. 1, 2, 3, 4. И таким образом продолжаем обвязывать все арочки до конца ряда. Заканчиваем ряд, провязываем соединительный столбик в третью петлю подъема. Вот что у нас получилось. Далее работу поворачиваем, вяжем 3 воздушные петли подъема, еще одну воздушную петлю, делаем накид на крючок, смотрим, вот первую вершинку пропускаем, в следующую вяжем столбик с одним накидом. 1 воздушная петля, накид на крючок, в следующую вершину столбика предыдущего ряда вяжем столбик с одним накидом. Воздушная петля, в следующую вершину столбик с одним накидом. Воздушная петля, в следующую вершину столбика вяжем столбик с одним накидом. Снова вяжем воздушную петлю, под арочку вяжем из 3 воздушных петель столбик с одним накидом, воздушная петля, под арочку столбик с одним накидом, воздушная петля, под арочку провязываем столбик с одним накидом, воздушная петля и снова под арочку вяжем столбик с одним накидом. У нас под арку получилось 4 столбика с одним накидом. Между всеми столбиками у нас идет по одной воздушной петле. Продолжаем вязать таким же образом. Вершину каждого столбика предыдущего ряда провязываем столбик с одним накидом. Между каждым столбиком вяжем воздушную петлю. Под арочку из 3 воздушных петель, помним, мы провязываем 4 столбика с одним накидом. Продолжаем вязать до конца ряда. Заканчиваем ряд. Ниточку обрежем. Вот такой вот своеобразный рюш у нас получился. Обрезаем эту нить и прячем хвостики в мотив.
Спрятали хвостики нитей. Вот здесь мы закончили ряд. И теперь возвращаемся в начало предыдущего ряда. Вот наши 3 воздушные петли подъема. И вот сюда вот мы прикрепим нить другого цвета. Вяжем 3 воздушные петли. И под следующую арочку из одной воздушной петли, которая находится между столбиками с одним накидом, провязываем столбик без накида. 3 воздушные петли. Под следующую арочку из одной воздушной петли вяжем столбик без накида. 3 воздушные петли. Под следующую арочку столбик без накида. 3 воздушные петли. Снова между столбиками под одну воздушную петлю вяжем столбик без накида. Вяжем до тех пор, пока не обвяжем вот первый веерок, второй веерок и заканчиваем. Вот смотрите, у нас здесь есть окошечко между вот этими нижними веерками, вот оно. И над этим окошком есть еще одно окошко. Вот первое и второе окошко, пока мы не дойдем до этого окошечка. Довязали до нужного места. Вот наше отверстие между веерками. Мы связали столбик без накида. Теперь провяжем еще 2 арочки из 3 воздушных петель. Под следующую арочку вяжем столбик без накида. И снова 3 воздушные петли и столбик без накида под следующую арочку из одной воздушной петли. Теперь вытягиваем крючок из петли. Смотрим, вот у нас был первый веерок, вот второй веерок. И вот между первым и вторым тоже есть вот такое вот окошко. Над ним еще одно окошко. И вот от этого окошка мы с вами отсчитываем первое, второе. И вот в эту вот арочку вводим крючок и соединяем нашей петлей. Вот что у нас получилось. Вяжем 3 воздушные петли. И под следующую арочку из одной воздушной петли вяжем столбик без накида. Снова 3 воздушные петли и под арочку вяжем по одному столбику без накида. Таким образом продолжаем снова обвязывать первый веерок и второй веерок до нужного нам отверстия. Вот отверстие, вот над ним тоже окошечко. Довязываем сюда. Довязали до нужного места. Далее снова провяжем еще 2 арочки из 3 воздушных петель. Первая и вторая. Вытаскиваем крючок из петли. Возвращаемся к месту между двумя веерками. Вот наше отверстие. Над ним окошечко. Первое, второе. И вот в эту вот арочку вводим крючок. И соединяем петлей. Затягиваем хорошенько. Вяжем 3 воздушные петли. И под следующую арочку вяжем столбик без накида. Ряд на образце мы уже заканчиваем. Вяжем арочки из 3 воздушных петель и столбик без накида под арочку из одной воздушной петли предыдущего ряда. И таким образом продолжаем вязать до конца ряда. В конце обрезаем нить и хвостики прячем в мотив. Не забываем делать влажно-тепловую обработку, для того, чтобы наше кружево было ровным и красивым. Вот что получается. В итоге у вас получится вот такое красивое кружево.
Вяжите вместе со мной, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео.